Sonunda işimize yarayacak birine ulaştık. Bu kızımın bilekliği. Artık bu sırrı açık etmenin zamanı gelmedi mi? Kızım. Onu bu kadar yıkan, harap eden şey ne? Esra'yı birazdan gidip istemeye gelecekler amca. Bak oğlum şimdi beni iyi dinle. Burada kalabilirsiniz. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Найдет ли Бэрон мать Дилана? Скажет ли господин Кудри Барану, что человеком, убившим его мать, был Хасан? Сможет ли господин Сеид заставить Дилана простить себя? Узнает ли Сабиха, что Дилан усыновлен? Он узнал, что Хасан Баран ищет мать Дилана, и что он будет делать? Придется ли Гулю жениться на Салихе? Сможет ли господин Кудрет помочь Ферату? Откажется ли семья Дилана от поездки в Германию? Сможет ли Бэрон узнать, чего он хочет от человека, которого он нашел, чтобы найти мисс Сесру? Понимает ли госпожа Сабиха, что она дочь Дилана? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы госпожа Сабиха поняла, что она дочь Дилана, узнала, что Баран Хасан убил его мать и привлекла его к ответственности, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Прежде чем мы начнем наш анализ, я должен отметить, что нам нравится, что наша пара в каждом эпизоде ведет себя немного ближе и любяще, и мы хотим видеть больше любви и романтики. Бэрон пытается как можно скорее воссоединить Дилана с матерью и положить конец этой тоске. Для этого он попросил помощи у своего отца и Джихана. Господин Кудрет с одной стороны, и Джихан приложит усилия, чтобы найти мать Дилана, Гэжу Эсру, с другой. Баран продолжит поиск со всех сторон и мобилизует всех своих людей и ресурсы. С другой стороны, поскольку господин Сеид теперь беспокоится за свою жизнь, он предложит встретиться с Геном Кудретом и рассказать ему, что настоящим убийцей является Хасан. Однако господин Кудрет захочет сохранить эту тайну не потому, что думает о Хасане, а потому, что не хочет, чтобы руки его сына Барана были обагрены кровью. В то же время господин Сейр принимает и любит Дилан как родную дочь, даже если на самом деле он ей не отец. Дилан чувствует эту любовь в полной мере, но так как он очень зол, то не захочет видеть Сеита и приближаться к нему. Сеид Бей говорит вам, что не причинит вам вреда, чтобы облегчить свою печаль и страх. Но Дилан держит своего брата Джавдета и Зюмрута отдельно от всех остальных, и ее любовь к ним никогда не изменится. И снова после всех этих событий Дилан обнимет брата и получит от него силы. Госпожа Сабиха не может не думать, почему Дилан так расстроен, и ей тоже его очень жаль. Не говоря уже о том, что у него нет выбора. Но госпожа Сабиха продолжит получать известия от Дилана и навещать его, чтобы узнать, как у него дела. Несмотря на то, что она еще не может узнать, что ее усыновили, светская беседа Дилана и рассказ о ее проблемах успокоит Гэжу Сабиху. Он встревожится, как только узнает, что Хасан Баран выслеживает госпожу Эсру. Потому что может обнаружиться, что он убил госпожу Эйтен, поэтому он в панике попытается помешать ей добраться до него. Эта паника может заставить Хасана выдать себя. Он может надеяться на помощь Хасана Джавахира, за которым больше нет такой силы, как Сабиха Ханем, как раньше. Думаю, из-за этой спешки Баран узнает, что это Хасан убил его мать. Он крайне недоволен и нервничает из-за того, что просит Розу. Но Гуль, чувствующая себя ножницами, пытается терпеть все ради своей матери. По мере того, как приближается время запроса, сердце Гуля становится горячим. Но господин Кудрет, слава богу, в курсе происходящего и при первой возможности встанет перед ним и закончит это дело, пока оно не зашло в тупик. Прежде чем закончить, он захочет поговорить с Фератом и убедиться в своих намерениях. Он объяснит, как сильно он любит Ферат и Гуля, и поможет Гану Кудрету прояснить его идею.
Дилан приходит к Сейтбею с бараном и говорит, что Карабеи не причинят никакого вреда, поэтому им не нужно никуда идти. Однако госпожа Ханфи не может поверить этому обещанию и хочет поехать в Германию, говоря, что если они об этом узнают, то не оставят нас в живых. В этом доме есть один человек, который очень хочет уйти, и если он позаботится о Цеврии, и ее муж будет в безопасности, и ее семья будет рядом. Так что, похоже, вопрос о поездке в Германию пока будет отложен. В результате своего исследования Бэрон находит кого-то, и они с Диланом встречают этого человека. В какой-то степени они узнают кое-что о ГЖСР, но мужчина расскажет Дилану и Бэрону, что после этого она внезапно исчезла. Поскольку после этой встречи они не смогли добиться большого прогресса, Бэрон продолжит расследование из другого места. Пока Дилан и Баран постоянно пытаются идти по следу, Сабиха находит браслет, который Дилан уронил в свою машину. И этот браслет заставит госпожу Сабиху задуматься, моя ли дочь Дилан. Потому что браслет – это то, что Дилан носила на руке с самого детства. Госпожа Сабиха может вспомнить браслет и подумать, что проблемы Дилана с его матерью связаны с этим. Я не думаю, что потребуется слишком много усилий, чтобы собрать детали на свои места. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.